Здравствуйте, с вами Анастасия на канале Еда на любой вкус. Приготовим сегодня пирог из быстрого теста без дрожжей, который подойдет для любой начинки. Но мы выбрали к нему начинку из молодой капусты с куриной грудкой. Обо всем по порядку, давайте скорее начнем. Сначала приготовим начинку, так как тесто не требует много времени. Разогреем немного растительного масла, добавим половину подготовленного лука, нарезанного кубиками. Всего для начинки 2 луковицы. Когда лук станет более прозрачным, добавляем 80 граммов натертой сырой моркови. Буквально пару минут жарим. Теперь выкладываем 700 граммов нашинкованной свежей молодой капусты. Солим, перчим по вкусу. Обжариваем на большом огне несколько минут. Здесь обращаю ваше внимание на то, что молодая капуста сейчас очень сочная и жарить ее не получится, так как за счет своего сока она просто будет тушиться. Несколько минут капуста потеряла объем, выключаем. Отдельно до золотистого цвета обжариваем вторую часть лука. К луку добавляем фарш. Использую куриный, это просто перемолотая куриная грудка. Курицу можно также нарезать мелкими кубиками, по желанию. Солим, перчим, выпариваем быстро всю лишнюю воду. Добавляем готовый куриный фарш к капусте, перемешиваем. Но это еще не все, к начинке мы вернемся, пусть она пока остывает. Приготовим быстрое тесто без дрожжей. В равных пропорциях берем воду комнатной температуры и растительное масло. Здесь у меня по 150 мл. Следом добавляем 100 граммов сметаны 15% и соль по вкусу 5 грамм. Размешаем. Добавим немного муки, чтобы вместе с ней размешать 4 грамма соды. Это половина чайной ложки. И все. Можно добавлять остальную часть муки. Перемешивая сначала тесто до густоты в миске, а затем руками. Всего муки 500 грамм. Именно столько вошло в тесто. Конечно, оно не липнет сразу, так как масло содержится в нем. Но обязательно должно держать форму, быть более-менее однородным, не распадаться. Оставляем тесто на 30 минут при комнатной температуре. И в уже остывшую начинку добавляем 70 граммов лука зеленого. Также по желанию добавляем столовую ложку сметаны для вкуса и большей сочности. Начинка сразу стала интереснее и ярче. Тесто готово. Долго ему лежать не нужно, так как масло начнет выделяться, но 30 минут обязательно. Оно станет более эластичным, клейковина набухнет, и за счет этого тесто однородное. 1/3 часть теста отрежем для верха пирога. Большая часть будет нижней частью. Обильно подсыпаем муку, раскатываем тесто тонко. С помощью скалки переносим на противень. Кстати, застилать пергаментом совершенно не обязательно, такое тесто не прилипает. Размер противня 38 на 40. Сразу же подготавливаем верхнюю часть теста, пока начинку не трогаем. Раскатываем тесто также тонко, но размер его будет чуть меньше.
На нижний слой теста распределяем начинку, отступая примерно по 2 см от края самого теста. Накрываем начинку верхним слоем теста, также перенося его на скалки. И теперь, стараясь, чтобы ничего не попало на края теста, очень тщательно слепим шов. Я уже не один раз показывала этот способ. Присбариваем тесто и соединяем с соседним слоем. Сверху разрезаем тесто для выхода пара. Смазываем поверхность пирога для более румяной корочки при выпечке. Использую для этого кефир, можно также использовать желток со сметаной, либо просто сметану и так далее. Ставим выпекаться в заранее разогретую духовку. Температура 180 градусов, время 40 минут. Какой же аромат! Пирог накрываем после выпечки обязательно на 5-7 минут. Можно подавать. За это время тесто смягчилось. Оно получается достаточно тонким, не жирным. Немного похоже на песочное, но меньше рассыпается. Внутри сочная начинка. Вкусно по-домашнему. Просто и без дрожжей. Вам нравится такой вариант? Готовьте с удовольствием, делитесь видео с друзьями. На этом сегодня все. Пока!